Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами польем вот эту орхидею, которую 5 дней назад мы пересаживали в этот удивительно удобный и практичный грунт для любых видов полива. Плюс мы ее вместе с вами сегодня взбодрим вместе с поливом. И заодно я отвечу на хороший такой вопрос, который задала одна из зрительниц под тем видео, где мы эту орхидеечку пересаживали. И она хороший вопрос задала: почему ты сразу не смывал, Максим, когда ставил эту орхидею на наращивание корней, а теперь ее, когда пересаживаешь, ты ее смываешь? Максим, имеется в виду вот это вот средство фунгицидное контактного действия от гниения. Я уже в комментарии там ответил под видео 18 числа, сегодня 23, да, 5 дней прошло, и хотели через 2 дня ее полить, а прошло уже 5 дней, вот только сегодня руки дошли. Но в этом видео я еще и повторю свой комментарий и наглядно объясню, почему я... Когда мы наращивали корни, не смывал Максим, и почему я смыл Максим, когда мы эту орхидею пересаживали. Ну что, друзья, давайте посмотрим на нее, польем ее, взбодрим ее, и я расскажу про Максим. Так, ну вот, собственно говоря, наша орхидея и те два самых, наверное, классических компонентов, которые пересаживают орхидеи, но они, наверное, одни из самых простых и самых надежных для того, чтобы посадить орхидею. Это, друзья, кора, обычная кора хвойных пород и вот такой вот мох сфагнум. Мы добавляли вот сюда в горшок вот обычную кору, ничего больше другого, вот только вот одну вот такую кору средней фракции, и нарезали ножницами прям где-то по 5 миллиметров кусочки вот этого вот живого мха сфагнум. Он такой влажный, хороший, примерно в соотношении где-то 1 к 5, наверное, 5 частей коры и 1 часть мха сфагнума. Но в любом случае, друзья, ссылочку в верхнем правом углу я оставлю. Можно будет посмотреть на эту пересадку. И когда пересаживал эту орхидею, я акцентировал внимание, что, добавляя мох сюда в кору, мы тем самым делаем возможность универсального ухода за этой орхидеей, а именно универсального полива. Кстати, посмотрите, у нас прошло 5 дней, кончик у орхидеи продолжает расти, воздушный корень, который мы сюда запхали орхидею, и состояние корешков, кстати, очень-очень неплохое. Значит, почему мы сразу ее не полили, эту орхидею? Потому что, когда мы запихивали ее сюда с воздушным корнями, некоторые корни у нас механическое повреждение получили, безусловно, потому что когда мы загибали эти корни, где-то у нас что-то там надламливалось, и поэтому сразу мы не стали поливать, для того, чтобы прошло пару дней, чтобы разломы, трещины и микротрещины, они просто подсохли, чтобы потом поливать и в этих местах не подгнивало. Но у нас 5 дней прошло, это нормально, ничего страшного. Мох за это время, который мы сюда добавляли, влажный, он немножко подсох, и вот сегодня можно полить эту орхидею. Ну, мы ее польем, значит, сразу сукцинатом аммония, или, как ее называют, аммонийная соль янтарной кислоты. Это, друзья, энергетический стимулятор, который ускоряет обмен веществ в орхидее, и орхидея очень хорошо начинает, улучшает фотосинтез, начинаются у нее различные процессы протекать, скажем так, в ускоренном таком и усиленном варианте. Я беру вот янтарную кислоту и нашатырный спирт, друзья. У нас есть отдельно плейлист на канале, который так и называется «Энергетический стимулятор», где подробно я показываю, рассказываю, из каких компонентов приготовить. Эти компоненты доступные, они продаются не только в садовых цветочных центрах, но и
в том числе и в аптеках, янтарная кислота и аммиачная вода, которая при смешивании в обычной воде дают новое вещество, которое появляется при взаимодействии янтарной кислоты и нашатырного спирта, появляется у нас аммонийная соль янтарной кислоты, или, как ее называют, сукцинат аммония. Так, ну вот литр у нас здесь, литр этого сукцината, и я сейчас покажу, как мы будем поливать. Ну, во-первых, значит, я уже рассказывал, что когда орхидея посажена у нас вот в таком классическом грунте, состоящем из коры, и добавлен мох, и плюс еще мы здесь сделали моховой фитиль, значит, моховой фитиль у нас выполняет роль, когда мы просто, нам время не позволяет, либо нам лень, либо еще что-то такое, мы просто берем какую-то там емкость и вот сюда в блюдечко наливаем какую-то часть воды. Все, через несколько часов, через там сутки, максимум двое, вот этот фитиль, он воду поднимет из этого блюдечка и по капиллярному сообщению передаст максимальному объему внутреннего горшка, вот этому грунту. Это первый вариант, самый простой и ленивый. Второй вариант, это когда, например, у нас корней недостаточно, и нам корни где-то у нас вверху живут, еще не отросли, и не касаются у нас ни мха, не касаются низа, и нам нужно хорошо разработать кору, которая у нас свежая, и мы ее не стали обрабатывать. Кстати, в комментариях, когда пересаживали эту орхидею, значит, на мое замечание о том, что кору надо как минимум 2-3 раза цикл намокания и просушки, для того, чтобы она разработалась и очень хорошо стала впитывать и передавать соседним кусочкам воду, значит, написали в комментариях, а можно ли эту кору до применения намочить и просушить. Друзья, конечно, можно. Я каждый раз об этом думаю и хочу сказать в видео предстоящем, и каждый раз увлекаюсь и забываю об этом сказать. Кору, друзья, можно, не используя в грунт, несколько раз ее замочить, дать возможность просохнуть, опять замочить, дать возможность просохнуть в какой-нибудь вот емкости, или побольше, или поменьше, ну, в зависимости от вашего потенциала, да, сколько вы коры будете использовать в будущем. Эту кору можно замачивать, просушивать, чтобы она разработалась, и потом уже и в нее сажать. И уже поливать фитильным вот таким поливом. Значит, второй момент, если не хочется заморачиваться по поводу замачивания, просушивания, то часок ее можно проварить, просто проварить. Видео на канале у нас тоже есть, где я показываю, как я собираю эту кору с деревьев и как я ее варю. Но у меня, как всегда, руки не доходят, и мы идем самым таким, вот знаете, способом, когда просто клюнул в одно место петух, и вот мы делаем то, что мы делаем. Взяли кору, применили, и потом вот несколько раз мы эту орхидею методом замачивания. Вот как раз сегодня метод замачивания. Метод замачивания, который я покажу, как он происходит. То есть берем какую-то емкость, в эту емкость наливаем нашу воду, в моем случае это с раствором сукцината аммония, и на 2/3 высоты горшка после пересадки или на 3/4 мы эту орхидею окунаем. Вот так вот, как я сейчас эту орхидею сделал. Когда у нас будет хорошо разработанная кора, нам ее держать 10, 15, 20, 30 минут, час там, или на ночь замачивать не стоит. Мы ее вот так взяли, поставили, окунули, достали. И в этот момент, когда вода заполнила, и мы подняли орхидею, видите, мох намочился. Мох моментально схватил воду.
И теперь он будет эту воду потихонечку напитывать вот эти вот кусочки коры. То есть это очень удобный такой момент, когда макнул и достал, все, поставил в кашпо. То есть это один момент. Второй момент — это вот такой замачивай. Третий момент — это когда мы просто методом пролива вот так проливаем нашу орхидею по периметру, по поверхности, по кругу пролили ее, и все. То есть вот такой грунт, именно кора с мхом, дают возможность такую, в общем, уникальную, при котором можно поливать эту орхидею любыми, абсолютно любыми способами. Но сегодня у меня не просто полив орхидеи, сегодня я вот так вот замачиваю, чтобы у нас корешки, которые там имеются, они получили такой энергетический пинок. И, в общем, пока наша орхидея замачивается, я отвечу на вопрос, почему, когда мы эту орхидею, значит, ставили на наращивание корней, мы ее мазали Максимом. Этот Максим мы не смывали, а потом, после того, как вот пересаживали 5 дней назад, мы этот Максим максимально смыли. Итак, ну почему смыли? Вы, наверное, уже, вот когда я замочил эту орхидею, можно уже получить ответ. То есть, если бы у нас сейчас на основании был бы Максим, да, мы закопали основание орхидеи с Максимом, и у нас кочерышка, обмазанная Максимом, окажется в воде. Вода будет растворять Максим. Мы достаем нашу орхидею из горшка, из воды, да. Эта вода с размоченным Максимом начинает напитывать вокруг грунт, где находятся там, допустим, свежеподросшие корни. Этот процесс происходит каждый раз после полива. И Максим, я не открою ни для кого секрет, что молодые корни, допустим, да, вот, которые только наросли, и когда он попадает, Максим, на корни, Максим, он имеет свойство сушить, то есть высушивать веломен. Веломен становится нерабочим. То есть, когда мы у орхидеи мазали основание, мы же мажем основание, а не корни. Ни в коем случае корни мы не мажем. Нужно мазать основание и те места ткани, где была гниль. Корни мы не мажем, даже корни вокруг основания, где они крепятся к кочерышке, мы тоже их не мажем. Ну, если там вдруг случайно куда-то что-то попало. Но мы не обмазываем, как вот я не раз уже показывал фотографии, как мне присылают в личку, говорит, сделала так, как вы говорили, но ничего не помогло, орхидея погибла. Значит, показывает фотографию, кочерышка, обмазанная жирно Максимом, и все корни, которые елочкой идут от этой кочерышки, все тоже аккуратно замазаны у нее, значит, Максимом. Естественно, корни погибают, их мы не мажем. И вот, значит, при пересадке, значит, когда у нас на наращивании корней, у нас корни, точнее, основание орхидеи, обмазанное Максимом, она с водой и с грунтом не контактирует. И когда мы поливаем, у нас вода не касается основания, вода внизу находится. До воды или до грунта могут касаться только свежеотросшие корешки, которые без Максима у нас наросли. И вот когда мы пересаживаем орхидею, мы, естественно, либо кочерышку эту срезаем с Максимом, да, и старыми уже засохшими корнями, либо мы, если понимаем, что кочерышка у нас должна углубиться, и при поливе замачивания она будет контактировать с влагой, то этот Максим мы смываем, безусловно. Мы его смываем, чтобы он в дальнейшем, вот так, как при замачивании, не попадал в воду, и не стекал, и не распространялся внутри горшка, по объему горшка, и потом вследствие этого не высушивал корешки. Вот и все. То есть вот такая вот история, что при наращивании корней мы основание замазываем Максимом, и у нас это основание не контактирует с водой. Когда стоит над водой, на керамзите, либо вот на каких-то вот таких вот кусочках пеноплекса основание ставим, да, либо в кашпо,
мы ставим, где у нас вот такая вот выемка, да, мы основание с Максимом ставим сюда, у нас тоже вот так вода залита, вода не доходит до Максима, до кочерышки с Максимом. Вот, и все, вот она, вот весь секрет. А потом, когда нам смывать не надо, а когда мы уже пересаживаем, где у нас кочерышка будет контактировать, мы тщательно все это дело смываем. На одной из следующих орхидей, которую мы пересаживали, прям буквально, ох, смотрите, видите, как напитывается веламен водой. Вот. Попал корень в лужицу, вот она лужица здесь, и смотрите, как моментально напитывается. И вот если эта лужица будет с Максимом, то есть с раствором Максима, Максим будет попадать внутрь вот этих вот пор, как губка, вот это веламен, они как поры вокруг стержня. Вот, смотрите, видите, внутри стержень, вот. А вокруг него это пористое. Ну, просто глазом не видно, а если через увеличительное стекло смотреть, то это все такие вот ячейки. И вот если в эти ячейки у нас попадет раствор, вода, точнее, в которой растворен сильно Максим, то, естественно, он засушит эти поры. И, соответственно, поры эти не смогут передавать вот в этот стержень, видите, внутри которой, вот он, тяж его еще называют, в этот стержень воду. Веламен, он не восстанавливается. Он как ворота, значит, как дверца, которая помогает воде проникнуть в сам этот стержень. И те, кто рассказывает о том, что вот этот стержень, находясь в воде, тоже питает воду, это великое заблуждение. Сам по себе стержень не может питать воду, потому что он не приспособлен. У него стоят мембраны, они не приспособлены извне воду принимать. Они могут это делать только благодаря вот веламену, который может через эти мембраны, через эти дверцы эту воду вгонять сюда, внутрь, в стержень, понимаете? Вот, вот и все. А когда у нас этот веламен высушивается Максимом, естественно, корни перестают работать, перестают затягивать воду внутрь растения. Поэтому, конечно, нужно избегать того, чтобы Максим попадал именно вот на корни орхидеи. Мы мажем непосредственно само основание, и корни, которые подгнили, мы их не обмазываем Максимом, мы их просто срезаем, гнилые корни срезаем. А вот те места, где у нас корни крепились к основанию, мы, естественно, замазываем Максимом. А те, которые новые растут, корешки, мы уже не даем возможности им пачкаться вот этим средством Максимом. И при пересадке мы его просто смываем. Все, друзья, вот такой вот полив. Намочился у нас практически низ. Вот. Мох у нас хорошо потяжелело сразу. Чувствуется, кора тоже у нас напиталась. И вот таких вот циклов будет, наверное, цикла 3 как минимум. В следующий раз я уже чистой водой буду поливать, вот, замачивать. И через 3 замачивания я уже перестану вот так вот замачивать, а буду подливать воду вот сюда в блюдце. Но подливать буду не сразу в блюдце, а через верх. Через верх вот так вот по чуть-чуть. Либо емкостью по чуть-чуть, вот так из емкости, либо опрыскивателем, я вам показывал в одном из видео, опрыскивателем по периметру, смачиваю вверх, и смачиваясь вверх, вода стекает вниз, смачивает серединку, и, соответственно, уже в этом блюдце, в поддончике скапливается, и
через несколько часов, максимум двое суток, оно впитывается уже вот этим вот маховым фитилем. Либо сразу можно мочить маховой фитиль для ускорения процесса и не заморачиваться там с опрыскиванием, с поливом по периметру. Ну, тут уже каждый сам для себя решает, как ему удобно. В общем, друзья, вот такое вот сегодня видео, в котором я постарался ответить на вопрос, почему мы при наращивании корней, значит, Максим не смываем, а при пересадке обязательно стараемся его смыть. И почему считаю вот этот вот обычную кору с мхом одним из самых интересных компонентов при посадке орхидей для ленивого и быстрого полива наших с вами красоток. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока.